Привет, друзья! Когда международные конфликты и внутренние споры в Германии превращаются в театр абсурда, возникает вопрос, кто действительно защищает демократию, а кто просто играет на публику. В этом видео вы поймете, почему конфликт вокруг бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и споры о запрете партии «Альтернатива для Германии» АДГ – это не просто шум, а я бы сказал, уже некий симптом глубокой политической трещины, которая полностью может изменить правила игры. Во время своего первого выступления на заседании Организации Объединенных Наций будущий председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок подверглась резкой критике со стороны представителя России. Немецкий политик от партии «Зеленые» Анналена Бербок решительно отвергла ложные обвинения в свой адрес и одновременно ясно обозначила, как именно намерена исполнять свою новую роль. Она подчеркнула, что будет придавать большое значение уважению, открытому диалогу и честности между всеми странами, которые входят в Организацию Объединенных Наций. После такой жесткой персональной атаки со стороны России Анналена Бербок обратилась ко всем участникам с призывом к большему взаимному уважению и честности. Цитата: «Я действительно хочу вас попросить, чтобы когда мы обсуждаем сложные темы, и очевидно у каждого есть свое мнение и свои восприятия этих тем, чтобы мы делали это со взаимным уважением», заявила Бербок. На глазах у всех эти слова она адресовала непосредственно заместителю постоянного представителя России при ООН Дмитрию Полянскому. Полянский, которого считают жестким сторонником кремлевской риторики, обвинил Анналену Бербок в вопиющей предвзятости и недостаточном знании международных процессов во время ее представления приоритетов будущей работы. Кроме того, он вновь озвучил известное в российских кругах обвинение, утверждая, будто Бербок гордится своим дедушкой, который служил в определенных войсках. В ответ на эти обвинения Анналена Бербок резко заявила, что если кто-то хочет цитировать историю, то обязан делать это точно и ответственно. Она подчеркнула, что подобные утверждения о ее дедушке являются ложью. Бербок никогда не скрывала своего отношения к теме прошлого своей семьи и открыто говорила о том, что ее дед действительно был офицером вермахта и участвовал в боевых действиях на Восточном фронте. Российская сторона неоднократно поднимала этот вопрос, пытаясь использовать его для дискредитации всей немецкой политики и лично бывшей главы МИД Германии. Напомню, что во время своей работы на посту министра иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла жесткую позицию по отношению к России, особенно после начала полномасштабной войны в Украине. И именно из-за этого она неоднократно становилась объектом нападок со стороны Москвы. Выступая в Нью-Йорке, Бербок также особо подчеркнула, что хотя она и не собирается отказываться от своей национальной идентичности, но в должности президента Генеральной Ассамблеи она будет действовать как нейтральная посредница, представляющая интересы всех 193 государств-членов Организации Объединенных Наций. Напомню, что она идет на выборы без конкурентов, и хотя данная позиция в основном носит протокольный характер, она имеет важное символическое значение. Голосование по вопросу назначения состоится 2 июня и, по мнению наблюдателей, будет просто формальностью. Торжественная церемония вступления в должность Анналены Бербок запланирована уже на 9 сентября, как раз перед началом общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, где традиционно собираются главы государств и правительств со всего мира. В Бундестаге разгорелась жесткая дискуссия после того, как депутат от партии «Зеленые» Константин фон Ноц выступил с призывом инициировать процедуру запрета партии «Альтернатива для Германии» АДГ. В своем выступлении он напомнил, что возможность запрета политических партий является, по его словам, прямым следствием ужасающего исторического опыта с партией, которая пришла к власти демократическим путем и привела страну тогда к катастрофе. Это заявление вызвало бурную реакцию со стороны представителей «Альтернативы для Германии», которые восприняли речь фон Ноца как прямое нападение. А поводом для этого резонансного обсуждения стали предложения федерального министра внутренних дел Александра Добринта. В свою очередь, Константин фон Ноц призвал подготовить запрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» АДГ, аргументируя это необходимостью защитить демократию от угроз. По его мнению, история обязывает быть особенно осторожными. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ резко осудила эту инициативу, представители фракции выразили свое возмущение, заявив, что подобные заявления подрывают основы демократической системы. В ответ на это новый спикер Бундестага Юлия Клёпнер была вынуждена вмешаться и взять ситуацию
под контроль, чтобы остановить эскалацию конфликта и не допустить перерастания в словесные перепалки. Фон Ноц также выразил недовольство тем, что Александр Добрин, несмотря на занимаемую должность, до сих пор сохраняет поразительное молчание по вопросу запрета альтернативы для Германии АДГ. В дополнение к этой критике он процитировал Фридриха Мерца, который в интервью четко высказался против идеи запрета партии «Альтернатива для Германии». Мерц тогда заявил, цитата, «Это слишком сильно напоминает мне устранение политических конкурентов». Фон Ноц назвал это высказывание серьезной провокацией и огромной политической ошибкой. Продолжая свою речь, он подчеркнул, цитата, «Механизм запрета партии, закрепленный в нашей Конституции, стал реакцией на ужасающий исторический опыт. Эта партия тоже пришла к власти демократическим путем, но разрушила страну и мир. Именно поэтому наша фракция полна решимости собрать всю необходимую информацию и передать ее в Карлсруэ, чтобы официально подать заявку на запрет альтернативы для Германии АДГ». Но напряжение не спало, а наоборот, это вызвало дополнительную бурю эмоций. Руководитель фракции «Альтернатива для Германии» АДГ в Бундестаге Бьорн Бауман потребовал от Юлии Клёкнер сделать выговор фон Ноцу за такие высказывания. Однако Клёкнер отказалась удовлетворить данное требование. Более того, она не предоставила Бауману возможность высказаться, сославшись на регламент Бундестага, по которому слово может быть предоставлено только в случае, если депутат был упомянут лично. К тому же, как она подчеркнула, уже выступил коллега Баумана по фракции Мартис Гесс, который воспользовался правом на ответ. Юлия Клёкнер зачитала в свою очередь спорную фразу фон Ноца из протокола и пояснила, цитата, «В этой фразе не содержится прямого обращения к вам, доктор Бауман, и нет прямого сравнения с альтернативой для Германии АДГ. Вы не были названы, и даже если вы почувствовали себя задетым, это не имеет значения в рамках данной процедуры». Она также ясно дала понять, если бы прозвучало сравнение альтернативы для Германии АДГ или лично Баумана с партией, которая была в истории Германии, она немедленно бы осудила. «Я хочу это однозначно прояснить», – добавила она. Еще цитата. «В эту игру я не играю». Именно так выразилась Юлия Клёкнер, когда обсуждение в Бундестаге стало особенно напряженным. После ожесточенных и местами очень бурных дебатов она добавила: «Ко мне постоянно подходят парламентские управляющие и требуют, чтобы я кого-то отчитала или сделала выговор. В эту игру я не играю. Я лично принимаю решение, что именно стоит порицания, а что нет». Она это сказала так, что в ее словах чувствовалось сильное раздражение, так как, по ее словам, давление со стороны разных фракций усиливается с каждым днем. Как позже выяснилось, представители различных парламентских групп высказывали требования о внесении замечаний в адрес отдельных выступающих, каждая фракция по своим причинам. Так, фракция «Зеленых» выступила с требованием вынести риторическое порицание депутату от «Альтернативы для Германии» Мартису Гессу. Поводом для этого стало его резкое заявление в адрес представителя партии «Союз 90-х Зеленых» Константина фон Ноца. Гесс публично обвинил фон Ноца в том, что тот якобы провел прямую параллель между партией «Альтернатива для Германии» и исторической партией Германии. В порыве возмущения Гесс воскликнул: «Это такая подлость, которую невозможно превзойти. Вы позор для Бундестага». Уже за эти слова Гесс действительно получил официальное предупреждение. Юлия Клёкнер, которая вела заседание, заявила, что подобное оскорбление является непарламентским, и она категорически это отвергает. Однако при этом она подчеркнула, что формальный выговор Гесс не получит, будет лишь официальное предупреждение, то есть устное обсуждение без внесения в протокол строгого высказывания. Таким образом, при новом канцлере Фридрихе Мерце, новой коалиции, в политике происходят невероятные вещи, которые с каждым днем все больше накаляют обстановку не только внутри коалиции, но и в Бундестаге, а также и на международной арене, включая ту же Анналену Бербок в ООН. А теперь давайте обсудим, как вы считаете, действительно ли подобные скандалы – это защита демократии или путь к расколу? Подпишитесь и спасибо за просмотр.